Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать вот такой стильный современный торт. Очень высокий торт, 20 сантиметров он в высоту. Именно белково-заварным кремом. Многие думают, что белковый крем старомодный, какой-то устаревший. Но я хочу доказать обратное. Вот такой прекрасный тортик получается именно в современном стиле. Конечно же, начну я с тех деталей, которые я заготовила заранее для этого торта, потому что на них нужно всегда уделить отдельное время, им нужно. И, конечно же, начинаю с мастичных цветочков. Здесь я раскатала просто тонкий слой мастики, окрасила ее предварительно в легкий такой бежевый цвет и вырубкой цветочек вырубаю много-много разных цветочков, вот таких одинаковых, вернее, цветочков. И вайнером вот так вот делаю им уже форму. И получаются они у меня все немножко разные, но в то же время друг на друга похожие. Потом, когда они у меня просохнут, здесь у меня цветочная мастика, я ее покупаю, я ее не изготавливаю сама. Они у меня когда просохнут, я их центр слегка припудрю золотым кондурином. Но это уже когда они очень хорошо высохнут. Вот столько у меня их получилось, я их отставляю в сторону. Это я делала накануне заранее. Также я испекла макаронс, вот такие крышечки, сделала ганаш. Это самый элементарный ганаш, который существует для наполнения макаронс. Теперь я подберу те крышечки, которые мне нужны по цвету. Ганаш у меня здесь 2 к 1. Соотношение сейчас я покажу, как я его делаю. Это уже когда торт я буду покрывать им. И я выбираю крышечки, которые мне нужны, и просто наполняю вот так вот мои макаронсы. Здесь у меня только сливочный шоколад и сливочное масло. Самый простой вид ганаша. Естественно, макаронс мы тоже наполняем заранее. Мы даем им хорошо пропитаться в холодильнике. И все это, поэтому я показываю, что я делала накануне для этого торта. Вы знаете, видео длится 15 минут, а торт делается 15 часов, такой минимум. Итак, ганаш. Здесь у меня 200 грамм растопленного шоколада. Сливочного, темный шоколад, но он у меня сливочный. Темного шоколада, не горького, где-то до 40% должно быть в нем какао, не больше, иначе это уже будет горьковатый привкус. На 200 грамм шоколада у меня 100 грамм сливочного масла растопленного, перемешиваю просто вилкой. Ночь мой торт провел в холодильнике, я освобождаю его от кондитерских колец, снимаю с него пленку. Вот здесь у меня вместо ацетатной пленки вот такие вот канцелярские папки. Ссылку на видео, как я собирала этот торт, я, естественно, оставлю в описании к данному видео. Там все я подробно показываю, рассказываю, именно что касалось сборки этого торта. Торт очень хорошо у меня уже пропитался теперь, очень хорошо отстоялся. И сейчас я его буду покрывать вот тем ганашем, который я только что приготовила. 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. Торт очень высокий, 20 сантиметров только в высоту без украшения и 18 сантиметров в диаметре. Поэтому у меня уйдет здесь весь мой ганаш. Получается 300 грамм ганаша. Видите, он еще колышется, торт, потому что он еще не заганашен. После покрытия ганашем он будет очень стабильный и устойчивый. Сейчас мы покрываем такое как бы черновое выравнивание делаем, ну не выравнивание, а покрытие, и ставлю в холодильник. Полчаса где-то он у меня простоял в холодильнике, вот так он у меня застыл. И теперь я просто буду удалять вот лишнее, что мне здесь не нужно. Вот, и сейчас я просто равняю так, чтобы в разрезе торт смотрелся тоже очень ровно и достойно. Вот так вот линейкой такой стальной, потому что такого высокого стального шпателя у меня нет. И я всегда пользуюсь вот такой обычной стальной линейкой. Все, меня устраивает такое вот выравнивание под белковый крем.
Я уже сварила белковый крем, 200 грамм я здесь, и на 200 грамм белка я брала. Ну, мне немножко осталось крема, можете 150 брать, но я здесь переживала, что мне не хватит. Я наношу вот такой вот слой на весь мой торт. Никуда это ничего не отвалится, это проверено годами. Это очень хорошо, если крем взбит правильно, если он правильно вот так изолирован, торт, ганаш охлажден, все будет хорошо. Ганаш не расплавится, если даже у вас теплый крем. Вот тот слой я нанесла, и сейчас слегка разжиженным кремом, я его слегка окрасила, немножко такой холодной кипяченой воды я добавила, и вот таким вот желтоватым цветом его окрасила. И теперь вот такими пунктами я наношу просто краситель на деревянной шпажке. Меня очень многие спросили, как же вы делаете эти полосы. Это делается элементарно. Это просто наносится на слегка разжиженный крем сверху. Видео по выравниванию будет. Просто показывать доскональное выравнивание такого экстремально высокого торта, я считаю, нет смысла, потому что далеко не все пользуются именно такими формами, да? Будет стандартный тортик, и там будем разбирать уже досконально это выравнивание. Скоро уже будет на канале такое видео. Все, вот так вот я его, в принципе, выровняла, этот тортик. Вот эти полосы, теперь вы поняли, наверное, как они наносятся. Это делается очень быстро, шпателем просто. Теперь у меня насадка М1. Я окрасила коралловым цветом мой вот этот крем. И теперь я буду делать такие, как каскад такой из завитков. Это мне нужно на переднюю часть торта моего. И, полагаясь на свою фантазию, я просто делаю здесь в произвольном порядке этот каскад. Один поменьше, один побольше. Этот завиток. Просто завитки обычные из насадки М1. Сейчас очень моден такой рисунок. И поэтому мне захотелось вот сделать что-то такое современное на этом торте. И борозды эти я также наносила коралловым красителем. Красно-коралловым, так и называется у меня. Здесь вы можете любой краситель брать. Краситель у меня здесь гелевый. То есть внизу у нас белый слой крема, он очень устойчивый, очень плотный, а сверху слегка таким разбавленным кремом все это наносится очень быстро. Ну, естественно, вот эти мои завитки, они уже из нормального крема отсажены, не из разбавленного. Все, завитки мои готовы, я ими довольна. Теперь моя задача сделать подтеки. Подтеки я делаю, здесь у меня просто белый шоколад и сливки и слегка совсем диоксид титана, белого красителя. Здесь я не буду долго останавливаться именно ни на рецепте этих подтеков, потому что здесь на этот тортик нужны были подтеки такие полупрозрачные. Они очень нечасто используются на тортах. По подтекам будет отдельное видео, потому что подтеки это очень наболевшая тема у многих. И поэтому я хочу им посвятить отдельное видео, и там я буду уже разбирать в одном видео и шоколадные подтеки, такие из темного шоколада, и из цветного шоколада. И они будут более плотные, конечно, а здесь они такие жиденькие. Здесь нужна была именно такая текстура подтеков именно для этого торта. Поэтому останавливаться я на них не буду в данном видео. Это такое обзорное как бы видео у меня. Вот. Они жиденькие, эти подтеки. Я не хотела, чтобы они стекали у меня на подложку. Вот как они сейчас есть, так они и остановятся. Теперь я располагаю приготовленные мной заранее цветы из мастики. Делаем это тоже аккуратно, всматриваемся постоянно, куда и как нам их лучше как бы расположить. Мастика очень хорошо держится на белково-заварном креме, она не течет, ничего с ней не происходит, то есть так же, как и шоколад и сахарная картинка, за это переживать абсолютно не нужно. Теперь я буду заниматься моими живыми розами. Я их очень хорошо промыла, высушила, я не стала уже это снимать здесь, потому что очень много времени займет в видео. Я растопила пальмовое масло вот в такой вот чашечке. Приготовила вот такие коктейльные трубочки, они у меня широкие. И вот так я изолирую всегда
цветочки в растопленном пальмовом масле. Роза у меня из холодильника. И лепестки потом я просто прохожу кисточкой с пальмовым маслом. Пальмовое масло у меня хорошего качества, пищевое. Оно стоит очень-очень дешево. Оно очень бюджетное. Видите, уже на стебельке оно уже схватывается, уже побелел. То есть как парафин. Блокирует полностью все это. Я никогда не пользуюсь никакой пищевой пленкой, которая может также размотаться и остаться в торте, или там тейп-лентой. Ничем этим я не пользуюсь. Пальмовое масло – это незаменимая вещь в этом деле. Абсолютно нейтральный вкус, никакого запаха не имеет. Это продукт питания, абсолютно не токсичный. Даже если он как-то и попадет в торт, но никогда этого не будет, потому что каждый цветочек у нас будет вставлен в нашу трубочку, вот эту коктейльную. Для тех, кто не любит живые цветы в торте, я попрошу иметь уважение к тем, кто любит живые цветы в торте, потому что больше полумира, наверное, украшает живыми цветами свои торты, и ведущие кондитеры с мировым именем также используют украшения живыми цветами в тортах. Поэтому сегодня мы именно рассматриваем такой вариант украшения. Коктейльную трубочку вот так я вставляю в мой торт. И потом уже застывший вот такой вот цветочек, где уже пальмовое масло полностью схватилось, побелело. Можно в холодильник на 5 минут убрать, мгновенно оно застынет. В холодном торте вообще тут же схватится. И все. Цветочек полностью изолирован, и не надо делать из этого какой-то, я не знаю, стресс для себя лишний. Абсолютно все у нас изолировано, и минимум 6 часов продержится, а то и до суток. Вот такие изолированные розы, если в холодильнике, и ничего с ними не будет, если розы свежие, хорошего качества. Теперь устанавливаю мои заранее изготовленные макаронс. Устанавливаю их прямо на белковый крем. Я не изолирую их никогда. Белковый крем с ними очень хорошо соприкасается. Они не размокают. Никуда они у вас не денутся. Я уже много лет украшаю торты пирожными макаронс, именно белковые торты. Поэтому не нужно их бояться. Видео по пирожным макаронс будет обязательно на моем канале. И не одно, потому что пирожные макаронс – это очень тяжелая тема для очень многих. И будем разбирать, работать над ошибками вместе. Здесь я посыпаю просто такой посыпочкой, такими как жемчужинками. В дополнение здесь я спереди убрала пару цветочков, и вместо 9 роз у меня 7 осталось роз на торте. И я положила еще спереди еще одно пирожное макаронс. Вот так мне больше захотелось. 7 розочек у меня здесь. В принципе, здесь я уже все оформила. Теперь моя задача еще установить топпер. Сзади я тоже немножко, видите, и макаронс также добавила, и такие цветочки тоже расположила на подтеках. Подтеки, видите, полупрозрачные. Здесь я еще вот такой топпер вставила. И, в принципе, мой торт готов. Сейчас я еще такой сахарной посыпкой посыплю снизу. Хотя низ, в принципе, здесь весь идеально ровный. Но мне хотелось просто его не закрыть, а так украсить именно, чтобы было более так нежно смотрелось. Такие розочки захотела именно именинница, чтобы были и живые розы, и цвет такой осенний тоже. Вот такой торт у меня получился. Современный, высокий. Нарезается он особым образом. Это я потом расскажу тоже, как у меня будет отдельное видео еще по нарезанию разных тортов. Вот такой вот, надеюсь, урок вам был полезен. Познавательное это было видео для вас. Ссылочку на сборку этого торта я оставлю обязательно в описании к данному видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.